Пока Nvidia пожинает плоды успешного успеха, пропажа ропсов, сгорание контактов, отказ от физикса, из-за чего старые игры, использовавшие данную технологию, превращают 5090 в GTX 290. Спекуляция на рынке. Американским магазинам предоставили крохотное количество новых видеокарт, на фоне чего даже компания AMD не смогла достать RTX 5070 Ti для тестов с RX 9070, поэтому она не была включена в сравнение. Спустя месяц после анонса 5000 серии мы можем смело сказать, что Nvidia в этот раз конкретно так обосралась. Это нужно было действительно еще постараться, имея все козыри в своих руках. Но у нас есть решение этой проблемы, и мы хотели бы публично предложить его Nvidia. Nvidia, решение заключается в том, чтобы перестать сообщать людям, сколько у них ропс. На самом деле, просто перестаньте рассказывать им много чего, а в драйверах отключите характеристики. Просто будет загадочная коробка с графическим процессором. Пора начинать себя вести как монополисты, которыми вы являетесь. Самое время просто отключить доступ к чтению видеокарты. На фоне всего происходящего красный показывает себя с лучшей стороны. А что они делают? Ничего, просто отмалкиваются, иногда давая крупицы информации. И вот как раз таки сегодня у нас официальные данные. По мнению проверенного портала videocards.com, насколько быстр RDNA 4. Если кратко, RX 9070 XT мощнее на 42% RX 7900 GRE, а в свою очередь 7900 XTX мощнее на 37%. Вот и можем сделать выводы, что если информация правдива, значит, что RX 9070 XT будет как 7900 XTX или чутка мощнее. То, что мы в принципе и слышали. Этот процент показывает как растровые, так и игры с трассировкой лучей. Очевидно, что в RT новая видеокарта будет всегда производительней. В сухом виде, как пишут, иногда лучше, иногда нет. Но вот мы можем задать резонный вопрос. Почему сравнение делалось конкретно с 7900 GRE? Она ведь очевидно имеет меньше видеопамяти и по производительности слабее версии с приставкой XTX. Как витают интересные слухи, что возможно такое сравнение было из-за того, что цена 9070 XT будет на уровне 7900 GRE, ну или просто 9070. Если судить по данному графику, можно заметить, что AMD сосредоточилась на производительности натив и RT, а не как Nvidia только генерация кадров. Что лично меня данная новость слегка радует. Боялся, что AMD пойдут по пути Nvidia в роли догоняющего. Попытаются сделать свой DLSS, и все внимание уйдет на генерацию кадров, но вроде как нет. Теперь давайте более детально рассмотрим график с производительностью двух новых видеокарт. Сразу обратим внимание, что RX 9070 действительно как в 2К разрешении, так и в 4К мощнее на 20% 7900 GRE. При этом, когда тест проводит с трассировкой лучей, 9070 явно опережает последнюю. А вот уже 9070 XT показывает просто колоссальный прирост в 2К на 38% и в 4К на 42%. Снова же, Киберпанк с трассировкой лучей имеет в 2 раза больший прирост по FPS, чем без RT в сравнении с 7900 GRE. Это в очередной раз доказывает, что AMD и правда уделили огромное внимание поддержке трассировки лучей. Ну и добило все вышесказанное недавняя новость, что AMD готовит Fluid Motion Frames 2.1 для серии Radeon RX 9070. Что это такое? Fluid Motion Frames — это как решение на уровне драйвера для генерации кадров. Эта технология является частью стека AMD Software, разработанного для повышения производительности в играх с помощью масштабирования и генерации кадров. Игроки могут выбрать включение каждой технологии для каждой игры. Преимущество Fluid Motion Frames в том, что она не требует от разработчиков игр интеграции технологии. В общем, для любителей ИИ это улучшит качество генерируемых кадров. Самое интересное, что AMD подтвердила, что Fluid Motion Frames 2.1 не требует тензорных или AI ядер и будет поддерживаться на том же оборудовании, что и Fluid Motion Frames 2.0. В общем, новости интересные. И я еще с большим желанием хочу посмотреть на то, что же AMD приготовили и получится ли у них нас удивить. Кто не в курсе, 28 февраля AMD официально презентует свои новые карточки. Скорее всего, подробно расскажут за FSR 4. И особенно, что самое важное, что там будет по ценам. Но, как я говорил в предыдущем ролике, очень большие сомнения в успехе AMD в сегменте
сегменте видеокарт. Им частенько дают шанс, но они как-то не спешат им воспользоваться. Что-то их постоянно тормозит, не дает вырваться в этой гонке. Многие отмечают, что им просто нужно предоставить на рынок большее количество видеокарт, чтобы не было спекуляций на рынке, а была здоровая конкуренция. То, что они не смогли сделать в предыдущем поколении. Хотя 7000-я серия была и остается действительно мощной. Вы посмотрите на 7900 XTX против 4090. По мощности, в сухой производительности, иногда, да, не так часто, но все же, 7900 XTX может догнать 4090, самую мощную видеокарту зеленых на тот момент. И к этому всему прибавьте цену на сегодняшний день. Но, как говорится, надежда умирает последней. AMD наконец-то впервые вступает в гонку трассировки лучей. Это первый их шаг. Будет очень сложно конкурировать. Но судя по результатам, о которых я говорил ранее, видеокартам 9070 уже под силу бодаться с RT. Посмотрим, что получится. Держим кулачки. Я за здоровую конкуренцию. Не хочется иметь монополию, которая есть на сегодняшний день. У меня нет какой-то позиции в сторону одних против других. Пусть будет и Nvidia, но давайте рассуждать здраво. На сухую производительность Nvidia положили болт. Сейчас идет упор в ИИ. И это неплохо, но это не для меня. Для меня лично сейчас больше симпатизирует AMD. По крайней мере в 7000-й серии. Что будет дальше, что покажут на этой презентации, я без понятия. Но многие на них слишком много возлагают надежд. Что это чуть ли не еще одно чудо света, пришедшее на замену тирана и монополиста Дженсена Куртки. Я боюсь, что AMD не готовы взять на себя роль спасителя игровой индустрии. Они, скорее всего, без всех рисков будут спокойно идти по тому же пути, как и шли до этого. Но многих, так сказать, залетных ребят, которые спрыгнули зеленых и такие: ну где вы духа 9090 XTX Super TI? Может расстроить, что красные просто потихонечку будут наращивать мощности, без сильного такого скачка или какой-то супер пиар компании. Ответственность на них большая. Как они поступят, вот скоро и узнаем. Кстати, прямо перед публикацией видео AMD все-таки подтвердили окончательные характеристики серии Radeon RX 9070. Обе модели Radeon RX 9070 XT и RX 9070 Non-XT оснащены одним и тем же графическим процессором Navi 48. Для видеокарты RX 9070 XT следующие характеристики: 64 вычислительных блока RDNA 4, 64 ускорителя лучей, 128 ускорителя AI, 4096 потоковых процессора, работающих на частоте 2400 МГц, а в бусте 2970 МГц. Ну и производительность 48,7 терафлопс. Non-XT чуть попроще: 56 блоков, 56 ускорителей лучей, 112 ускорителей AI, 3584 потоковых процессора и частота 2070 МГц, в бусте 2540 МГц. Обе карточки оснащены по 16 ГБ памяти GDDR6 с тактовой частотой 20 гигабит в секунду, 256-битная шина памяти и, естественно, PCI-Express 5.0. Немаловажное, сколько ватт кушают: 304 Вт для XT версии и 220 Вт для Non-XT. С вами был Каска. Желаю вам высокого FPS.